Понятие гендерной социализации очень важно с ним разобраться для того, чтобы в целом понять, откуда берутся определенные типы мужчин, определенные типы маскулинностей. Вообще на протяжении всех исторических периодов в разных странах к мальчикам и девочкам относились по-разному. И даже если мы посмотрим на современное общество, то очень часто родители в первую очередь ждут рождения сына, наследника. Поэтому, собственно, гендерные ожидания иногда начинаются еще, когда ребенка, собственно, и нет. В нескольких странах, даже в современном мире, существует практика селективных абортов, когда, узнав по результатам УЗИ, что будет девочка, родители принимают решение не рожать ее, сделать аборт. Это в Китае была довольно популярная практика, в Азербайджане, в Армении. Сейчас почти во всех странах эта практика законодательно запрещена. Врачам запрещено на УЗИ говорить, какого пола будет будущий ребенок, чтобы выровнять тот демографический перекос, который случился из-за этих абортов, когда в ряде стран количество мужчин в нескольких поколениях стало превышать количество женщин. Дальше, когда ребенок наконец-то рождается, опять же, есть практика в западноевропейских странах, она очень распространена в России, сразу одевать ребенка в розовое или голубое в зависимости от пола. То есть ребенок еще не знает ничего о своем поле, он не знает, кто он, но родители уже всячески маркируют его как мальчика, одевая в голубое и давая знать обществу, когда мама гуляет с коляской в парке, кто тут у них родился, какого пола этот ребенок. Вообще гендерная социализация, она связана и с тем, как общество воспринимает мальчика или девочку, какие ожидания к нему предъявляются и требования, и с тем, как затем уже сами подросшие мальчики начинают проявлять свои первые представления о мужественности. На протяжении долгого времени никакого специального представления о подростковом возрасте и о молодости не было. Были дети и были взрослые. Никакого промежутка между ними не было. И представление о подростковости, о молодости как об отдельном жизненном периоде возникает лишь в конце XIX века. И затем уже ряд социальных ученых пытались концептуализировать, чем же отличается именно этот период жизни мальчиков от других периодов. Более-менее целостные представления о том, что такое подростки, что такое молодежь, складываются только к 30-40-м годам XX века, и к 80-м годам уже складываются несколько различных школ молодежных исследований, которые исследуют разные аспекты жизни подростков и молодежи и имеют более-менее четкие представления о том, чем же этот период отличается. На волне появления молодежных субкультур возникает целая британская школа молодежных исследований, которая пытается разобраться, почему субкультуры стали таким ярким новым явлением, никогда раньше такого не было. И представители этой британской школы Холл и Джефферсон в своей знаменитой книге «Сопротивление через ритуалы» описывают подростковый период как вот такой вот психологический новый период в жизни мальчика, психологическую фазу, с одной стороны связанную с гормональной перестройкой, с другой стороны с приобретением новых ценностных изменений. Идею молодости как особого периода в жизни человека развивает известный социолог Толкотт Парсонс, который пишет о том, что гендерная социализация в этот момент, она своего рода служит таким промежуточным звеном, когда ребенок превращается во взрослого. При этом вообще идея молодости как особого периода появилась с возникновением индустриального общества, когда менялся образ жизни людей, и молодость для него – это такой промежуточный период между переходом от детства к взрослости. И он считает, что молодость – это период противопоставления себя миру взрослых и ценностям взрослых, потому что жизнь взрослых связана с производительным трудом, с ответственностью, с контролем. В то же время молодежь пытается отвоевать себе некое пространство свободы, неуправляемости
и скорее поиска каких-то своих желаний, своего пути в жизни, но пока не принимает на себя ответственность. Еще он отмечает возникновение новой очень важной черты – это именно солидарность среди сверстников. Он говорит, что именно в период молодости возникает новая коллективная идентичность между сверстниками. Эту идею о существовании коллективной солидарности развивает другой ученый Шмуэль Айзенштадт, который вводит важное понятие пир-группы или группы сверстников. Он говорит, что пир-группы – это такой очень важный промежуточный этап, который, с одной стороны, заимствует эмоциональные отношения, свойственные семейному укладу, с другой стороны, это скорее дружеские отношения, приятельские отношения, но, что очень важно, влияние друг на друга и контроль за тем, что делают окружающие тебя сверстники. Поэтому, согласно Айзенштадту, пир-группы выполняют очень важную функцию, а именно передачи ценностей от одного поколения к следующему. Если раньше, в доиндустриальную эпоху, эти ценности и представления передавались довольно естественным образом, можно было просто смотреть, как живут все окружающие тебя люди, все жили примерно одинаково, скорее всего, твоя жизнь будет такая же, как жизнь твоего отца и твоего деда, то в индустриальную и постиндустриальную эпоху это меняется. И именно в пир-группах происходит, с одной стороны, осмысление тех ценностей, которые передали тебе предыдущее поколение. С другой стороны, именно в среде сверстников, в молодежной среде происходит критика, переосмысление этих ценностей и создание иногда новых смыслов.